Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Давайте посмотрим, что произойдет в новой серии. Как повлияет на Эшрефа стрельба в Nissan? Будет ли Эшреф отдаляться от Nissan, чтобы защитить ее? Сможет ли Эшреф уехать далеко с Nissan, как обещал? Какие дела Эшреф решит перед отъездом с Nissan? Кого на этот раз старик использует против Эшрефа? Похищает ли старик Nissan из больницы? Почему Хидер Баба пытается заполучить Кадира раньше Эшрефа? Кто напал на отель? Если это не Эшреф, то Кадир. Чем закончится ловушка, которую они устроили для Эшрефа, чтобы убить Nissan? Убьет ли Эшреф Nissan непреднамеренно? Кто спасет Эшрефа и Nissan от этой ситуации? Как будут развиваться отношения между Кадиром и Чикдем? Узнает ли Кадир, что Хидер – его отец? Убийство Nissan оставит более глубокий след в жизни Эшрефа, чем все потери, которые он пережил до сих пор. Потому что на этот раз возможность потерять кого-то затронет не только человека, но и его собственную человеческую сторону. В тот момент, когда Эшреф возьмет Nissan на руки, он поймет, что он больше не просто на войне, а несет ответственность за жизнь. Это осознание сделает Эшрефа сильнее внешне, но более хрупким внутри. Эшреф начнет принимать решения не с гневом, а со страхом, и этот страх затянет его в еще более опасную ситуацию. Эшреф будет подумывать о том, чтобы отдалиться от Nissan, чтобы защитить ее от опасности, но он не сможет этого сделать. Потому что отстранение будет равносильно предательству в его мире. Вместо этого он попытается возвести невидимую стену вокруг Nissan. Эта стена будет построена не из оружия, людей и угроз, а из контроля и секретности. С кем Nissan разговаривает, куда она ходит, что она знает, станет для Эшрефа жизненно важным, и эта ситуация непреднамеренно заманит Nissan в клетку. Nissan воспримет это как любовь, но со временем поймет, что это форма запугивания. Перед отъездом с Nissan Эшреф решит не оставлять никаких незавершенных дел. Он захочет полностью закрыть дело Кадира, рассеять тень старика и, особенно, попытаться уничтожить все файлы, в которых упоминается имя Nissan. В этом процессе Эшреф будет действовать более безжалостно, выбирая прямое устранение там, где раньше вел переговоры, что сделает его врагов более невидимыми, вместо того, чтобы уменьшить их численность. На этом этапе старик начнет использовать самую большую слабость Эшрефа. Старик не будет атаковать Эшрефа напрямую, потому что знает, что это больше не сработает. Вместо этого он будет использовать эмоции Эшрефа как оружие. Каждый, кто приблизится к Ниссану, станет орудием в руках старика. Медсестра, охранник, даже врач в больнице, все они окажутся частью этой цепочки, и похищение Ниссана из больницы произойдет в результате скрытой работы этой системы. Это похищение станет переломным моментом для Эшрефа. Потому что на этот раз он не увидит ни врага, ни лица, на которое можно направить оружие. У него будет только потерянный любимый человек. Эта неопределенность сделает Эшрефа неуправляемым и приведет его именно к тому, чего хочет старик. Попытка Хидера Бабы заполучить Кадира раньше Эшрефа обретет смысл в этот момент. Хидер Баба поймет, что гнев Эшрефа не ограничится убийством Кадира, а запустит гораздо более масштабный цикл кровопролития. Более того, тот факт, что Кадир, его собственный сын, изменит все расчеты Хидера Бабы. Хидер Баба перестанет быть беспристрастным мудрецом и станет отцом, пытающимся защитить своего сына, что сделает его решение слабее, эмоциональнее и опаснее. Картина станет еще яснее, когда выяснится, что нападавшие на отель не были прямыми людьми Кадира. Эти люди станут марионетками старика, и их цель будет заключаться в том, чтобы изолировать Эшрефа, подтолкнуть его к Ниссану и в конечном итоге заставить его совершить свой величайший грех собственными руками. Конечной целью этого плана будет не убийство Ниссана Эшрефом, а самоубийство Эшрефа. Потому что для старика настоящей победой станет духовный крах Эшрефа, а не его физическая смерть. Эшреф попадет в эту ловушку, но не добьется полного успеха. В последний момент его остановит крупица разума и интуиции.
Остановка произойдет либо благодаря решительному вмешательству Чегдем, либо благодаря документам, находящимся в распоряжении Сельмы, и Эшреф отступит как раз в тот момент, когда он собирается сделать самый мрачный шаг. Однако отношения между Кадиром и Чегдем трансформируются из партнерства в процесс взаимного распада. Они будут использовать друг друга, будут уничтожать друг друга, и в этом процессе пострадают все, кто кажется невиновным. Узнав, что Кадир – сын Хидыра Бабы, он не смягчится, наоборот, он еще больше ожесточит его. Эта информация станет для Кадира не поводом для чувства принадлежности, а причиной для сведения счетов, и Кадир начнет воссоздавать всю боль прошлого через эту связь. С этого момента история перестанет быть криминальной историей и превратится в историю идентичности. Вопросы типа «кто есть кто», кем человек становится и ради чего человек жертвует собой, станут неизбежными для всех. Эшреф достигнет точки, когда он сможет отказаться от всего ради Нисан, но ценой этого станет отказ от себя. Нисан выживет, но невинность Эшрефа умрет. Это будет величайшей потерей для этой истории. На этом мы подошли к концу еще одного анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.